Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Балуем Животики. И сегодня мы с вами будем готовить очень простое блюдо. Мы будем готовить заливной пирог. Заливной пирог я готовлю часто, потому что этот рецепт палочка-выручалочка для тех случаев, когда нужно приготовить что-то вкусненькое и по-быстрому. И для тех, кто не любит возиться с выпечкой, такой пирог станет просто находкой. Рецепт универсальный, можно готовить абсолютно с любой начинкой, но сегодня я буду готовить с капустой. Итак, для приготовления нам понадобится минимум простых продуктов. Для теста мне необходимо пол-литра кефира, 2 стакана муки, 2 куриных яйца, пол чайной ложки соды, 3 чайные ложки сахара, 1,5 чайной ложки соли и 2 столовые ложки растительного масла. Вот эти продукты необходимы для приготовления теста. Для начинки я беру капусту, пару морковок небольшого размера, небольшой пучок укропчика, грамм 50 томатной пасты. Также мне необходимо растительное масло для жарки, немного перца, соли и сахара. Первым делом я подготовлю начинку. Шинкуем капусту. Измельчили капусту, теперь хорошенько разогреваем сковороду большую с растительным маслом и отправляем обжариваться капустку. Жарим капустку до золотистого цвета, постоянно помешивая. Пока капуста жарится, я натру морковь. Морковь я натираю на мелкой терке. Можно, конечно, натереть на крупне, но мне больше нравится так. Когда моя капустка немного подзолотилась и хорошенько ужарилась, сюда я отправляю натертую морковь. Перемешиваю хорошо капусту с морковкой и оставляю жариться все вместе минут 5. А пока измельчу небольшой пучок укропа. Через 5 минут капустки я добавляю измельченный укроп, столовую ложку томатной пасты. Томатную пасту в принципе можно не добавлять, но мне вот так нравится, а вы смотрите по своему вкусу. Перчим хорошенько вот так капустку. Солим по вкусу. И добавляем сахар. У меня это приблизительно 1 столовая ложка. Хорошенько все перемешиваем. Даем минутку обжариться капусте вместе с томатной пастой и отключаем огонь. Вот так вот просто и быстро мы приготовили вкуснейшую начинку для нашего заливного пирога. Приступаем готовить тесто. Тесто готовится очень просто и быстро, поэтому сразу можно включать духовку разогреваться и приступать готовить тесто. Берем 2 куриных яйца, соль, сахар и вот так хорошенько взбиваем венчиком. Теперь сюда мы добавляем 2 столовые ложки растительного масла, кефир, и перемешиваем венчиком. Теперь кладем соду и муку. Муку необходимо просеять. И муку добавляем частями. Часть добавили, вымешали, часть добавили, вымешали, чтобы не было комочков. Вот и все, мое тесто готово. Посмотрите, какое оно должно получиться. Вот такое, как густая сметана, однородная и без комочков. Берем форму, я беру разъемную форму, дно устелила пергаментной бумагой и теперь растительным маслом хорошенько пройдусь по бокам. Если вы не уверены в своей форме, то лучше просто всю форму застелите пергаментной бумагой. Теперь что мы делаем? Половинку теста мы выливаем на дно и хорошенько ложкой распределяем тесто по форме.
И теперь поверх теста мы выкладываем нашу начинку. Вот так вот распределяем, чтобы она у нас легла равномерно. Стараемся укладывать начинку таким образом, чтобы вот чуть-чуть на полсантиметра она не подходила к нашим краям, чтобы получились такие вот бортики с теста. И теперь выливаем оставшееся тесто. И теперь ложечкой распределяем тесто по форме. Вот таким вот образом. Вот и все, наш заливной пирог уже готов к выпеканию. Теперь чисто в качестве декорации можно посыпать вот так небольшим количеством кунжута. Отправляем пирог выпекаться в хорошенько разогретую духовку до 180-190 градусов минут на 45. Через 45 минут мой пирог уже готов. Обязательно готовность проверяем вот так зубочисткой, чтобы она была сухой, так как духовки у всех разные. Теперь даем пирогу немного остыть и можно извлекать из формы. Пирог я извлекла из формы и теперь нарезаю кусочек. Вот такой вот, друзья, красивый пирог получился у нас в разрезе. Обратите внимание, какое большое количество вкуснейшей начинки. Вот посмотрите, сколько много капустки. Обязательно, друзья, попробуйте приготовить. Это невероятно вкусный и невероятно простой в приготовлении пирог. Посмотрите, какой он мягкий. Тем более начинку можно использовать совершенно любую, по вашему вкусу и желанию. Я желаю вам всего хорошего. Приятного вам аппетита, подписывайтесь на наш канал, вас ждет еще очень много вкусных и интересных рецептов. До скорых встреч!